Здорово! Сегодня у меня на обзоре аккумуляторный электролобзик Milwaukee Fuel M182737B, если в американской версии, или же FBJS в европейской. Довелось мне там конкретно поработать, так что расскажу, как он. Начну с габаритов. Весит он 2,100, с АКБ двойкой 2,5 килограмма, с пятеркой 2,800. Размеры. Высота у него 18,5 см, в длину он 29 см. Средний диаметр вхватовой части 63 мм. Где-то чуть толще, где-то чуть тоньше. Характеристики. Ход пилки 25 мм. Частота ходов от 800 до 3500 ходов в минуту. То есть здесь имеется 6 скоростей и один автоматический режим, который я, как обычно, не понял, нафиг он нужен. Он начинает работать на средних оборотах и при появлении нагрузки выходит на максимальный. Может кому-то пригодиться. Конечно, конечно, конечно. Кнопка включения здесь одинаковая с двух сторон. Для включения необходимо ее зажать. Выключается просто щелчком. Регулировка маятникового хода здесь имеет 4 положения, очень четких. Правда, на двойку им краски не хватило. С включенным на максимум ходом маятника пилит он быстро и криво. На сосновой доске сороковки на выходе перекос 6 мм. А вот если выключить маятниковый ход, поставить минимальные обороты, рез будет медленный, но поверхность ровная и красивая. Подсветка. Она тут есть. Она тут есть. Хз, что про нее рассказывать. Эргономика. При его весе считаю его очень удобным. Просто замечательно. То есть удержание происходит очень близко к оси резания, за счет чего контроль на поворотах отличный. Все, что надо, везде обрезинено, то есть даже при необходимости взять его обратным хватом, то есть зарезаться в материал или какую-нибудь трубу отпилить, тоже все очень удобно. Дальше по устройству идем. Опорная плита, естественно, с защитной такой пластиковой накладочкой. Отщелкивается, защелкивается без проблем. Сама опорная плита здесь представляет из себя 170 грамм литья под давлением, толщиной от 3,5 до 2 мм и пластиковая вставка 2,4 мм. Сделано прямо фундаментально, качество потрясающее. В опорной плите предусмотрено место под шестигранник для ее откручивания и выставления под углом. Сам паз имеет аж 2 пружины, чтобы шестигранник сам не вываливался. Почему они в своих циркулярках так не делают, чтобы эти ключи не терялись, остается загадкой. Есть прорезь для параллельного упора, а где сам этот параллельный упор купить, хрен его знает. Чтобы открутить плиту, усилия надо приложить немалое, поэтому если ключ сорвется, можно пальцы пообдирать очень нехило. Пилка-держатель. Полотно вставляется с небольшим усилием, выброс пилки сделан отлично. Ее не надо горячую доставать руками, она не улетает черти пойми куда, как вот в этой хрени. Тут все четко. Что по работе? Все супер! Да кайфово все. До 50 миллиметров все пропиливает без вопросов. А вот что-то больше брать лобзиком, как по мне, глупость. Пользоваться аккумулятором большой емкости я тоже большого смысла не нашел. Опять же, до 50 миллиметров двойки хватает за глаз. То, что здесь есть автоматический сдув опилок, он тут и включается, и выключается. Это, конечно, хорошо. Но в сравнении с сетевыми его недостаточно для того, чтобы была видна линия реза. То есть, когда пилишь, все равно карандашную линию под опилками не видно. Что у него под капотом? Да красота на самом деле. Что меня больше всего удивило, так это отсутствие древесной пыли внутри. Потому что был у меня аппарат, который при всей своей замечательности очень любил в двигатель тянуть опилки.
Когда пыль хвойных пород налипала на ламели ротора, он начинал дымить, что дурной. Здесь же все как будто герметично. Это при том, что лобзик в работе не греется. Несмотря на то, что в использовании он был не 1 год, каких-то следов износа я на шестернях не нашел. Смазка, конечно, местами почернела, но это мелочь. Вот таких приколов, допустим, тут нет. Все качественно, все каленое и так далее. Сборка-разборка этого инструмента – это отдельное наказание. Все детали настолько плотно подогнаны друг к другу, что все и везде состыковать идеально и прижать – это отдельная эквилибристика. Что касается ремонта пригодности, он приятно удивил. Несмотря на то, что здесь, как и везде, самая дорогая запчасть – это блок электроники, двигатель здесь идет отдельной запчастью. Наконец-то. То есть, в принципе, при цене нового аппарата у нас $630, это по минимуму, то цена в $150 за самую дорогую запчасть – это неприятно, но не катастрофично, как, допустим, шуруповертами или импактами. Схема, правда, не совсем стыкуется с описанием деталировки. Рядом с блоком электроники нарисован статор, но его там нет. Он тут. Просто спрятался. Итак, плюсы, минусы, нюансы. Плюсы. Качество сборки. Оно здесь просто великолепное. Пилкодержатель. Отличный. Обороты регулируются в очень хорошем диапазоне. В отличие от этой дорогой херни. Эргономика. Несмотря на то, что он тяжелый, он очень удобный в работе, его удобно контролировать. Минусы. Первый здесь, естественно, в том, что он стоит, как чугунный мост. Сейчас уже нет возможности его из Штатов привезти за $270. То есть, если вам надо раз в год плинтус поменять, берите что-то подешевле. Хотя, тут хотя бы видишь, что, за что ты платишь. То есть, своих денег он однозначно стоит. Shut up and take my money! И еще момент – это автоматический сдув опилок. Он здесь сделан для виду, толку от него практически нет. Из нюансов я бы отметил, что не всем может понравиться кнопка, которую надо зажимать для включения. То есть на аналогичных лобзиках просто щелкнул, он включился, здесь надо ее зажать и удерживать несколько секунд. Но это, опять же, мелочь. Что имеем в итоге? Очень здоровский инструмент. Сделан качественно, продуманно, действительно внушает доверие. Но надо помнить, что это обычный электролобзик. Здесь нет твердосплавных зажимов, как у Фистула или Боша. Здесь нет штока от сабельной пилы, как у Мафеля. Это просто хороший профессиональный лобзик. Нужен он вам или нет, смотрите сами. На этом, собственно, и все. Пишите в комментариях, как вам этот аппарат, на что вы хотели увидеть обзор из того, что у меня имеется. Подписывайтесь, там лайки ставьте. Все, всем удачи.